Обычно, когда смотришь мультфильмы в детстве, то происходящее на экране кажется в разы более насыщенным, чем оно есть на самом деле. Шутки кажутся смешнее, персонажи интереснее, а жуткие моменты мрачнее. Если вы сейчас попробуете пересмотреть какой-то мультфильм, который вам нравился в детстве, то, скорее всего, разочаруетесь. Конечно, существуют такие произведения, которые оказываются лишь лучше при повторном просмотре, но таких, увы, меньшинство. И именно огромное разочарование при пересмотре многих серий сегодняшнего списка заставило меня серьезно переосмыслить мое видение многих моментов. Многие мультсериалы нашего детства часто пугали нас то жуткой атмосферой, то какими-то мрачными персонажами и так далее. И многие из серий этих мультсериалов все еще пугают нас при одном лишь упоминании. Сегодня я собрал самые жуткие серии мультов нашего детства, которые до сих пор кажутся достаточно мрачными. Хотя я слукавлю, если скажу, что при пересмотре всех из них мне все еще было жутко. Вовсе нет, многие из них сейчас кажутся какими-то уж совсем унылыми. Но справедливости ради, другая часть из них все еще остается атмосферной и в какой-то степени даже пугающей. Поскольку видео на схожую тематику существует не так уж и мало, я никак не мог не повторяться с авторами других роликов. Поэтому если увидите какую-то серию, которую уже кто-то упоминал, то не стоит гневно писать мне об этом. А начать бы я хотел с одного из моих самых любимых мультов моего детства – Эй Арнольд. В целом этот мультсериал, по моей памяти, является супер криповым во многих аспектах. И я думаю, процентов так 20 всех эпизодов этого мульта очень сильно пугали меня, когда я был еще совсем малым. Говоря об Арнольде, мои коллеги с Ютуба чаще всего вспоминают серию про призрак невесты или про всадника без головы. Я крайне удивлен, что никто, чьи видео я успел посмотреть, не рассказывал о серии про поезд-призрак. А ведь именно эта серия до сих пор остается моим бесспорным фаворитом в мрачности среди как минимум всех эпизодов Эй Арнольда. Можно, конечно, вспомнить эпизод про крысиного короля или про вот этот вот остров, но поезд-призрак, как по мне, стоит на голову выше этих эпизодов в плане жуткости. Серия начиналась довольно обычным образом. Арнольд с друзьями просто зависал рядом со своим домом и не знал, чем заняться. Затем дедушка Арнольда уговорили рассказать какую-то интересную историю. Дед же решил поведать им сказ о неком поезде-призраке, который много лет назад съехал с рельс и угодил прямиком в ад. Якобы с тех пор он каждый год проезжает мимо станции и заманивает к себе пассажиров, чтобы забрать их в преисподнюю. И, конечно же, именно сегодня этот день. Заинтересованные ребятишки решили лично проверить, правда это или дед все-таки соврал. Придя на нужное место, им пришлось прождать какое-то время. И это самое время сопровождалось вот этой вот песней Джеральда, которую я до сих пор прекрасно помню. Ждем поезд-призрак мы втроем. Через какое-то время появляется сам поезд-призрак, и, наверное, где-то здесь начинаются самые криповые моменты этой серии. Все, что предсказывал дедушка Арнольда, происходило с ними наяву. Запах яиц, манящие лампы и ужасная игра на аккордеоне. Вы слышите эти звуки? Ты имеешь в виду эту ужасную, разрывающую душу музыку? Прямо как в той самой серии Губки Боба про Гарри рубленое мясо. И признаюсь честно, я буквально писался в штаны из-за этого. А еще из-за этого парня, который пугал меня буквально в каждой серии Арнольда. Да вы просто гляньте на его лицо. В общем, потом они узнают, что это все было совпадение, и этот поезд просто возит рабочих на завод. И казалось бы, все, но уже после того, как наши главные герои ушли с места событий, появляется настоящий поезд-призрак. И, о май гаш, у меня до сих пор мурашки по коже при прослушивании одной лишь песни водителя поезда. И появится призрак-поезд, высекая на рельсах огонь. Симпсонов едва ли можно назвать представителем хоррор-мультсериалов. Тем не менее, каждый год у них выходило несколько серий в честь Хэллоуина. И по правде говоря, они особо ничем не отличаются от привычных нам трешовых эпизодов Симпсонов, кроме одного эпизода, который до сих пор снится мне по ночам. Когда я впервые смотрел его по телеку, то, как и обычно, ждал увидеть очередную упертую серию Симпсонов. Но меня ждало нечто иное. Эпизод начинается с того, что Барт и Лиза начинают слышать какие-то жуткие звуки с чердака. Дети, конечно же, интересуются, что там такое на чердаке. Родители говорят им, что, мол, все нормально, не беспокойтесь. Но любопытство Барта и Лизы заставляет их самих полезть туда и проверить самолично. Через какое-то время мы узнаем, что все это время там жил сиамский брат-близнец Барта. И, о боги, только этот факт уже невероятно пугал меня, когда я был ребенком. То есть Гомер и Мардж около 10 лет держали там своего ребенка и кормили его раз в неделю. Да еще и какой-то протухшей рыбой. Потом оказывается, что при рождении один из детей был нормальным, а второй якобы плохим. Поэтому его изолировали от общества и просто держали в заперти. Когда же все убегают на поиски этого брата, его, кстати, зовут Хьюго, он появляется из темноты и изъявляет свое желание
желание пришить Барта обратно к себе. И в моем детстве это звучало просто супер жутко. Затем доктор понимает, что 10 лет назад совершил ошибку. И на самом деле именно Барт был плохим ребенком. Да уж, невероятная глупость, но все же. Барта запирают на чердаке, и теперь он изгой. А Хьюго живет со всей семьей, как ни в чем не бывало. И что вы думаете? После этой серии я начал бояться заходить на свой чердак. Ведь я думал, что там может жить мой брат-близнец, которого скрыли мои родители. Этот страх маленького ребенка просто не описать словами. Конечно, пересматривая эту серию сейчас, я понимаю, что она такая же трэшовая, как и остальные. Но когда я был малым, мне так не казалось. «Аватар. Легенда об Аанге» в основном был веселым и захватывающим мультсериалом. И, наверное, лишь 2 серии пугали меня, когда я был маленьким. Первая про Коха, духа ворующего лица, а вторая про магию крови. Из-за того, что на моем канале присутствует просто масса видео по Аватару, эту серию я пересмотрел очень много раз. Поэтому лично меня она уже не пугает, от слова совсем. Но мурашки по коже все еще вызывает. И под слово «жуткий» этот эпизод подходит в самый раз. Все началось в темном лесу, когда ребята из команды Аватар придумывали кошмарные истории и рассказывали друг другу. В один момент появляется вот эта вот бабушка, которая сразу же мне показалась немного жуткой. Потом уровень мрачности утихает, вплоть до того, как эта бабушка, ее, кстати, зовут Хама, увела Котаро в лес прямо посреди полнолуния и начала рассказывать истории своего прошлого, о том, как народ огня взял ее в плен и обращался с ней как с животным. Тогда она со временем начала осознавать, что маг воды может управлять водой в чужом теле, управлять кровью человека и тем самым управлять другими людьми. Ее лицо во время того, как она рассказывала это, и сам факт управления людьми посредством магии держал меня просто в диком напряжении в детстве. Магия крови. Контролировать воду в чужом теле. Заставлять их делать то, что хочешь ты. Рен и Стимпи — это, пожалуй, без преувеличений, самый отвратительный мультсериал, который я когда-либо видел. И признаться, мне даже сейчас было мерзко его пересматривать. Но не только этим, шоу Рена и Стимпи отталкивало меня в детстве. Серия под названием «Фан-клуб Стимпи» описывает невероятно мрачные события, которые происходят с главными героями. Все начинается довольно нормально, хотя и эти уродливые персонажи уже навевают некую жуть. Рену и Стимпи приходят письма от фанатов мультсериала, только вот все эти письма адресованы именно Стимпи, а Рену ни одного. Рен, если что, это вот это вот лысое нечто. Тогда Стимпи предлагает ему стать президентом его фан-клуба, на что он соглашается. Но читая письма фанатов, он сходит с ума. И вот уже на дворе ночь, Стимпи спит как ни в чем не бывало, а тем временем Рен на полном серьезе раздумывает над тем, чтобы затушить своего друга из зависти. И все это сопровождается мрачнейшим видеорядом вместе с жуткими словами Рена об убийстве. И у меня возникает один вопрос: кто вообще в здравом уме одобрит к выходу данную серию? Да и вообще весь мультсериал в принципе. Что было в головах у создателей, когда они делали этот эпизод? Честно признаюсь, эту серию до пересмотра я практически не помнил и решил добавить в это видео исключительно из-за отзывов других людей. И я уверен, что тысячи детей, которые смотрели эту серию, по итогу не то что начали бояться всего подряд, так еще и возможно нарушили себе в каком-то месте психику. Котопес в целом был очень странным мультом, который почему-то мне в детстве нравился. Пересматривая его сейчас, я понимаю, что этот мультсериал был полным трэшем, который мне не стоило смотреть в принципе. Там присутствовало много отборного мусора. Некоторые серии были крайне мерзкими, а некоторые отчасти жуткими. Одной из таких была серия под названием «Зубы на двоих», а точнее, один 10-секундный момент, которому вполне можно выдать премию как самого жуткого и мерзотного момента в мультсериалах Никелодеона вообще. Описывать сюжет, как по мне, не имеет смысла, поэтому я сразу же перейду к самому моменту, кратко рассказав о том, что было до этого. В результате обследования оказывается, что все, что ест пес, влияет на зубы кота, и наоборот. А поскольку пес ест все подряд, кот ночью тайно хочет почистить ему зубы, но делает он это неистово неординарным способом. Этот момент, как по мне, не нуждается ни в каких комментариях. Опять же, у меня складывается ощущение, что ребята из Никелодеона вообще плевали на своих зрителей и просто пихали им вот это. Эпизод Тома и Джерри, о котором я собираюсь вам рассказать, является очень жутким, но жутким совсем не в том плане, как остальные эпизоды из данного видео. Серия Blue Cat Blues, или же Печальная история, рассказывает нам о том, как Том заложил свою жизнь ради девушки. И мрачность этой серии состоит совсем не в какой-то там атмосфере или кринжовом моменте. Этот эпизод жуткий, потому что правда, потому что это происходит каждый день во всем мире.
Том и Джерри были хорошими друзьями, вплоть до того момента, как Том встретил ее, девушку своей мечты. Он начал покупать ей цветы, дорогие бриллианты, машины и так далее. Но ей не то чтобы было мало, у нее был другой, который покупал ей все то же самое, но только в 10 раз дороже. Том даже заложил свою жизнь, только лишь за тем, чтобы получить ее внимание. Но ей было этого мало. В итоге Том оказался никому не нужным, потерявшим свою же жизнь котом. Но на этом все не заканчивается. И нам показывают Джерри, девушка которого также бросила его из-за более богатого и обеспеченного мышонка. Впоследствии Том вместе с Джерри сидят на рельсах в ожидании своей смерти. Конечно, для детей тут ничего мрачного не будет, они даже не поймут этого. Они не поймут той горечи, которую испытали эти ребята. Они не поймут, как их использовали и выкинули в мусорку. Но мы поймем. В общем-то, на этом у меня все. Как я и говорил в начале видео, мультсериалы в детстве воспринимаются куда более насыщенными, чем они есть на самом деле. Пишите в комментарии эпизоды мультсериалов, которые пугали лично вас в детстве. Можете также поставить лайк, чтобы помочь этому видео продвинуться. И недавно у меня появился свой паблик ВКонтакте, так что если интересно, то ссылка в описании. Ну а я пошел, и еще увидимся.